Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Самый интимный момент. Мурашки Чангука. Девятое место. Вы не понимаете. Ему это надо. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «От любви к шантажу. Ужас, который произошел после последнего эфира Вигу». Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Чангук говорит, что пойдет примет душ, и следующий кадр. Тэхён идет в ванную, но дверь закрыта изнутри, и кто-то ее открыл. Седьмое место. Его желание шупать Тэхёна везде. Шестое место. Поведение пары. Хочешь найти Тэхёна? Посмотри на спину, шею или руки Чангука. Тэйкук в ресторане – это буквально мут, влюбленная парочка и их друг, который уже все видел, ко всему привык и просто смирился. Пятое место. Взгляды сказали все.
4 место. Забота. Заботится и ухаживает всегда. Третье место. Новости. Тэхён отправил цветочную композицию «Венок» в одну из точек франшизы Waffle University в Корее с пожеланиями процветания. На ленте было написано: «Пусть каждый момент вашей жизни расцветает, как цветок. BTS V». Фото было опубликовано в блоге одного корейского пользователя, делящегося моментами из повседневной жизни. Такой красивый и душевный жест от Тэхёна, как всегда с теплом и вниманием. Эта часть хореографии For Youth, придуманная Тэхёном, всегда вызывает у Чангука мягкую, нежную улыбку. Ну, разве он не милый? Должно быть, есть какая-то история о том, как была придумана хореография. Возможно, вместе. Они часто так улыбаются друг другу, нежно и обнимающе, вызывая и у нас улыбки, и бабочки. Группа злоумышленников, торговавшая информацией о перелетах BTS, передана в прокуратуру. Группа лиц, незаконно добывавших и продававших информацию о перелетах знаменитостей, включая участников BTS, была передана в прокуратуру. Как сообщило 22 июля отделение киберрасследований Управления полиции Сеула, 3 подозреваемых, включая сотрудника зарубежной авиакомпании, были направлены в Центральную окружную прокуратуру Сеула 18 июля по обвинению в нарушении закона о продвижении использования информационно-коммуникационных сетей и защите информации. Согласно результатам расследования, сотрудник иностранной авиакомпании незаконно получал информацию о бронировании авиабилетов известных звезд, в том числе BTS, и продавал ее за деньги посредникам. В свою очередь, посредники распространяли эти данные через открытые чаты и личные сообщения в соцсетях. Полиция арестовала подозреваемого в феврале, а в марте его 2 сообщников и вела следственные действия. Агентство Hype в 2023 году создало специальную рабочую группу для реагирования на утечку информации о перелетах артистов, выявила аккаунты в соцсетях, распространяющие такие данные, установила личности распространителей и подала заявление в полицию. А помните, как Тэхён приглядел себе PlayStation на съемках и в итоге унес его с собой? Вот что значит «увидел, понравилось, забрал». Хёншик о Тэхёне и Вуга Скуот. Саджун, он как отец в нашей компании. Пикбэй,
как старший сын, Ушек, средний брат, озорной и веселый, который обожает играть, а Ви, наш незрелый Макне, младшенький. Я чувствую, что сам играю роль мамы. Это не потому, что я так хочу, просто так получается. Я всегда забочусь о всех, постоянно помогаю, поддерживаю. Как будто это уже часть меня, быть тем, кто рядом, когда нужно. Мы всегда поддерживаем друг друга, искренне радуемся за успехи каждого и от всей души поздравляем друг друга. У них такая теплая, искренняя и по-настоящему крепкая дружба. Без пафоса, без фальши, просто настоящая. Я бы тоже не смог смотреть на это спокойно. Рассказ Вигукера и очевидца. Встреча с Тейкук в ресторане Бейкинг. Я знаю, что была совершенно вне сети почти все это время. Но более того, я даже пропустила тот самый прямой эфир Тейкук в машине. И вчерашний эфир Чангука с микрофоном, потому что путешествовала по Соукл и Лос-Анджелесу на неделе концерта Джина. Я прилетела в Южную Калифорнию тем утром, покаталась по разным местам и была на забронированном слоте нашей группы на поп-апе Джина. Именно в этот момент и случился эфир Тейкук в машине. На том месте у меня совсем не ловила связь, и я узнала об этом спустя несколько часов. Мы пошли на ужин в Ахгаси Гопчинг. Один из нас хотел взять еду на вынос, но мы уже вышли из Эйги, а у входа начала выстраиваться очередь. Поэтому мы решили пройтись до Бейкинг, он был всего в нескольких минутах. Когда мы шли туда, заметили троих парней, стоящих на тротуаре, и один из них показался знакомым. На ресепшене нам дали отсканировать меню на вынос. Я очень ненавязчиво выложила фото-меню у себя в Инстаграм, мне оно показалось милым, можно глянуть по таймстампу. Пока мы решали, что заказать, буквально через пару минут, мы почувствовали легкий шлейф свежего и мужского аромата. Мимо нас прошли несколько мужчин, и одним из них оказался Тэхён. Я сразу поняла, что это он был в красном лонгсливе. У моей сестры и подруги был лучший обзор в тот момент. Они были где-то в 5 шагах от нас. Я сама видела только их отражение в затемненном стекле. Красный цвет был очень отчетливо виден в отражении. Сестра и подруга заметили тех же троих парней. Помимо Тэхёна, был еще один в черной футболке и кепке. Всего было 5. Они стояли там 3 минуты, потом сели в машину. Мы забрали заказ, вернулись и поехали в отель, обсуждая, что вообще только что произошло. Я даже не оборачивалась, потому что стояла к ним спиной и выглядела как полная армия. В топе в гавайском стиле, как у Тэхёна, с сумкой Виоркин, брелками Такук и Вутиу. Моя подруга вообще была в куртке Селин. Мы тогда не знали, кто был тот парень в кепке. Это мог быть и Намджун, или Чимин, или Чангук. Тату мы тоже не разглядели. На следующий день у Джина был концерт D1 и D2, а потом мы снова поехали в Бейкинг и поужинали там уже как следует. Во время ужина официант заметил обои на наших телефонах, и именно тогда начал разговор. Спросил, были ли мы на концерте Джина, а потом начал говорить о BTS. На самом деле, кое-кто из них заходил на днях. Чангук показал на мои обои, и Тэхён с несколькими сотрудниками. Вот тогда мы и получили подтверждение, что тот парень в кепке – это был Чангук, а с ним Тэхён. Официант даже рассказал, где они сидели, в приватной зоне, и мы поняли, что окна были не затемненные, а с опущенными жалюзи, именно потому что они были там в тот момент.
Мы попытались спросить, брали ли сотрудники автографы, но нам сказали, что не стали просить, так как это был их первый визит в Бейкоинг. Добавил, что уверен, они вернутся, потому что столик уже был заранее забронирован, и правда, они пришли снова, в этот раз уже с Чимином. Мы, честно, не сделали ни одного фото или видео, не просили автографов и даже не разговаривали с ними. Для нас уже было счастьем находиться всего в 5 шагах от них, увидеть их мельком 3 минуты и при этом проявить уважение к их личному времени. И как фанат скажу, мне особенно повезло узнать, что в какой-то момент, пока другие были снаружи, Тэ и Кук остались вдвоем за своим приватным столиком. Кстати, эта точка Бейкоинг довольно новая. Обязательно загляните туда, если будете в Ла или Южной Калифорнии. Еда отличная, раз Тэ и Кук уже были там дважды и даже взяли с собой Чимина, значит, оно того стоит. Нет ничего более важного, чем видеть тебя счастливым. В подтверждение ее слов я оставила ссылку на ее аккаунт и сам рассказ. Там действительно много подробностей, а также фотографии с поездки. На снимках видно, что у нее были активные и насыщенные дни, и она посещала те места, о которых писала, включая поп-ап-джина и рестораны. Важно, она не преследовала ребят, а просто оказалась в нужное время, в нужном месте. Все, что она рассказывает, это случайная и очень уважительная встреча, без навязчивости и вторжения в личное пространство. Его лицо такое мемное. Кейайс пишет, эффект Тэхёна, который не может не понравиться даже конкурирующим компаниям. Мировые лидеры моды тоже следуют его примеру. Несмотря на то, что Тэхён является мировым амбассадором Cartier, Морган Хилли – менеджер по связям с индустрией развлечений конкурирующего бренда Tiffany & Co. Ставил отметки «Нравится» под различными публикациями Ви в его аккаунте в Instagram. В частности, публикация привлекает все больше внимания, поскольку содержит пост с посещения Тэхёна недели моды Селин в Париже. Это очень необычный случай в индустрии люксовых ювелирных украшений, поскольку Cartier и Tiffany & Co. являются брендами, которые конкурируют друг с другом на рынке высококлассных ювелирных изделий. Когда ты не просто представитель бренда, а сам бренд. Тэхён – космос. Какой же он красивый. По словам присутствовавших на съемках, в финальном эпизоде развлекательного шоу «Пак Багома The Seasons» парк Биоугам из Кантабиль будет показано видеообращение от Тэхёна.
Хаотик с неиссякаемой фантазией. Комментарии о Тэхёне, оставленные мужчинами на форумах. Сейчас все с ума сходят по имя девушки, но почему-то я больше завидую Ви, который недавно демобилизовался. По-моему, Ви красивее, чем она. Я имел возможность встретить Ви. Это был первый раз, когда я увидел человека с такой яркой и чистой, словно солнечный свет, улыбкой. Он из тех, кто сразу разоружает. Очень красивый, но на фотографиях его особая красота не передается. Если даже я, будучи парнем, влюбляюсь в него, то как же женщины? У Ви такая внешность, которая нравится и мужчинам, и женщинам. Когда я впервые увидел BTS, подумал, как вообще можно так выглядеть? Глядя на Ви. Я видел много красивых людей, но Ви — это что-то запредельное. Я переживал, что он изменится после армии, так и случилось, но он изменился в еще лучшую сторону. Стал еще более совершенным. Разве это не чересчур? Ви в очках. Даже в майке без рукавов он выглядит сногсшибательно. Серьезно, я бы хотел хоть раз в жизни побыть с таким лицом и телосложением. Бог несправедлив. Если бы я родился снова мужчиной, я хотел бы быть Тэхёном. Эй, конкуренция большая. Дайте сначала мне. Лол. Мне нравятся мужчины с выразительной внешностью. Как Госу или Чан Донгон в прошлом. Поэтому мне и нравится Ви. Я правда не понимаю, как можно так выглядеть. Он словно живой скульптурный шедевр. Я завидую всем участникам BTS, но красота Ви — это недосягаемый уровень. Мужчины без ума от Тэхёна. Годы прошли, но их чувства не утихли, потому что каждый год новая глава одной и той же истории любви. Мы призываем НЕТ расследовать это должным образом. Любой, кто пишет злонамеренные и клеветнивые комментарии против кумиров и артистов, не должен иметь права участвовать. Участник Boys Planet Пен Джин Юй оказался хейтером Чангука, который написал ненавистные и клеветнивые комментарии против него, включая Twice и Aespa на Weibo. Также его посты были в высоком рейтинге на поисковой строке Weibo в режиме реального времени. Он известен своей антифанатской позицией в отношении Чангука. Но теперь он бесстыдно выполняет танцевальные челленджи Чангука с целью дебюта в качестве айдола. Он должен принести общественные извинения. Также мы призываем исключить данного участника из шоу, так как считаем, что непозволительно участвовать дебютанту, который занимается злонамеренными комментариями в адрес другого айдола. Всем бы нам быть такими красивыми после сна, как Ким Тэхён. Легендарное видео с Тэхёном в костюме из игры в кальмара набрало 100 миллионов просмотров в TikTok и более 14 миллионов лайков. Тэхён так и удерживает рекорд, как единственный корейский артист с самым залайканным видео в ТикТоке.
Квадратная улыбка Тэхёна, переходящая во вздох, а затем превращается в сглатывание, всегда очень мило. Этот милый шрамик Чангука. КМИДиа сказали, имя Тэхён – это бренд сам по себе. И где они не правы? Тэхён и Клёш. Иногда я сомневаюсь в том, что Тэхён действительно существует. Этот жанр фотографий Чангука. Чангук такой большой. Такие красивые парни. Второе место. Это так интимно. Тэхён, а чего так смущаемся? Или вспомнил чего? Тэхён называет Чангука многими милыми прозвищами. Вот некоторые из них. Мой малыш. Моя милашка. Малыш. Красивый Макне. Симпатичный. Первое место. Резко развернулся и вручил цветок своему мужчине. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.